Почему мы так сильно боимся совершить даже самую маленькую ошибку в жизни? Мы часто чувствуем сильный стыд из-за обычного неверного шага. Почему мы помним свои промахи годами и постоянно ругаем себя за них? Да, это чистая правда, ведь я сам постоянно ловлю себя на такой мысли. Буквально сегодня утром я случайно отправил рабочий отчет в другой чат. Ничего страшного не случилось, но я потом еще 2 часа сильно переживал. Я все время думал о том, что выглядел глупо перед коллегами. Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш подкаст. Это наше уютное пространство для мотивации, психологии и практики разговорного языка. Здесь мы учимся говорить свободно, понимать себя и спокойно развивать полезные навыки. Меня зовут Анна. А меня зовут Макс. Мы очень рады видеть каждого из вас в нашем новом выпуске. Сегодня мы поговорим о том, почему ошибки на самом деле очень полезны. Мы привыкли считать любой свой промах настоящей катастрофой или личным провалом. Но что, если ошибки — это единственный реальный двигатель нашего личного роста? К концу этого выпуска вы точно начнете смотреть на свои оплошности совсем иначе. Звучит очень обнадеживающе. Но почему людям вообще так трудно ошибаться? Когда я делаю что-то не так, я сразу чувствую себя абсолютно беспомощным. Кажется, будто все вокруг справляются идеально, и только у меня ничего не получается. Почему у нас вообще возникает это неприятное и разрушительное ощущение? Наш мозг всегда воспринимает ошибку как прямую угрозу нашему социальному статусу. Мы боимся осуждения со стороны окружающих и очень хотим выглядеть уверенными экспертами. Кроме того, мы видим чужие ошибки крайне редко, зато свои замечаем постоянно. Люди вокруг обычно показывают только идеальные результаты, красивые победы и свои главные достижения. Никто не выкладывает в сеть свои бесконечные сомнения, слезы и регулярные провалы. Из-за этого создается ложная иллюзия, что весь остальной мир живет без трудностей. Это очень точное замечание, ведь чужой закулисный труд всегда скрыт от наших глаз. В социальных сетях каждый человек кажется невероятно успешным, спокойным и абсолютно непогрешимым. Мы сравниваем свою внутреннюю кухню с чужой идеальной витриной и начинаем сильно грустить. Но ведь в реальности абсолютно каждый человек совершает тысячи неверных действий за жизнь. Именно так. И это базовое правило развития, абсолютно для любого живого существа. Вспомни маленького ребенка, который только учится делать свои самые первые шаги в жизни. Сколько раз он падает на мягкий ковер, прежде чем уверенно побежать вперед. Сотни, а может быть даже тысячи раз подряд, каждый божий день. И разве родители ругают его за каждое такое неизбежное падение на пол? Конечно, нет. Все понимают, что это нормальный и естественный процесс постепенного обучения. Но когда мы взрослеем, мы почему-то напрочь забываем этот важнейший жизненный закон. Мы начинаем требовать от себя идеального результата буквально с первой же попытки. Да, я отлично помню свой самый первый урок английского языка в школе. Я так сильно боялся сказать неправильное слово, что вообще весь урок молчал. Мне казалось, что лучше промолчать, чем сказать фразу с глупой грамматической ошибкой или интонацией. В итоге я просто потерял кучу драгоценного времени из-за своего глупого страха. В школе я так и не заговорил на английском. Но как только я разрешил себе ошибаться вслух, мой прогресс пошел намного быстрее. Твой личный опыт как раз доказывает, что ошибки — это ценный источник информации. Ошибка не означает твою глупость или неспособность освоить сложный и новый навык. Это просто точная обратная связь от реальности, которая показывает правильное направление движения. Когда ты учился кататься на велосипеде, ты ведь тоже регулярно терял равновесие. Каждое падение подсказывало твоему телу, как именно нужно держать руль и тормозить. Без этих практических подсказок ты бы никогда не научился уверенно держать баланс на дороге. Получается, что ошибка работает как компас, а вовсе не как приговор судьбы. Но почему тогда в самый момент неудачи мы чувствуем такую сильную боль? Потому что наше самолюбие очень страдает, когда наши ожидания резко рушатся в реальности. Нам хочется получить быстрый и легкий триумф без лишних усилий и стресса.
Но самые важные жизненные уроки всегда приходят именно через преодоление трудностей и разочарований. Вспомни какую-нибудь свою крупную неудачу, которая со временем привела тебя к настоящему успеху. Несколько лет назад я пытался устроиться на очень престижную и высокооплачиваемую работу. Я готовился к собеседованию целый месяц, но в итоге мне пришел вежливый отказ. В тот день я чувствовал себя совершенно раздавленным и абсолютно никому не нужным. Но именно этот отказ заставил меня сесть за книги и подтянуть английский язык. Через полгода я нашел другую компанию, где условия оказались вдвое лучше прежних. Теперь я искренне благодарен судьбе за то давнее и обидное поражение на собеседовании. Вот видишь, та закрытая дверь на самом деле открыла перед тобой потрясающие возможности. Мы часто не способны оценить истинное значение событий прямо в момент их свершения. Иногда нам кажется, что наступил конец света, а это просто начало новой главы. Чтобы говорить на любом иностранном языке свободно, нужно совершить десятки тысяч речевых ошибок. Невозможно однажды проснуться и заговорить идеально, не пройдя этот длинный путь проб и ошибок. Самые успешные ученики — это вовсе не те, у кого врожденный великий талант. Это те смелые люди, которые спокойно относятся к своим неизбежным оговоркам и неловкостям. Они задают глупые вопросы, пробуют снова и не боятся выглядеть забавными новичками. Получается, единственный способ никогда не ошибаться — это вообще никогда ничего нового не пробовать. Но такая жизнь в постоянном страхе будет невероятно скучной, серой и совершенно пустой. Как же нам, наконец, научиться реагировать на свои промахи спокойно и без лишней драмы? Для начала нужно просто изменить всего один главный вопрос, который ты себе задаешь. Когда случается неприятность, не спрашивай себя: «Зачем я снова все так ужасно испортил?» Задай себе другой, конструктивный вопрос. Какой ценный урок я могу извлечь из этой ситуации? Первый вопрос вызывает только жгучее чувство вины, тоску и глубокое разочарование в себе. Второй вопрос включает критическое мышление и помогает найти новые, более эффективные пути решения задачи. Нам важно сохранять терпение и проявлять искреннюю доброту к самому себе в трудные минуты. Забирай с собой полезный опыт, а пустое самоедство и чувство вины оставляй позади. Ошибка должна быть твоим мудрым учителем, а не поводом для постоянных внутренних страданий. Отличные слова, Анна. Они очень точно описывают правильное отношение к любым жизненным трудностям. И сейчас самое время открыть нашу традиционную рубрику, которая называется «Записная книжка». В ней мы разбираем ключевые понятия из нашего разговора простыми и понятными словами. Первое слово на сегодня — промах. Это слово означает неверное действие, ошибку или случайную неудачу в каком-то деле. Например, мы можем сказать: «Каждый промах помогает нам лучше понять стоящую перед нами задачу». Второе важное понятие — обратная связь. Это информация о результатах наших действий, которая помогает оценить их правильность и внести коррективы. Например, ошибка — это просто честная обратная связь от реального мира, а не личный провал. И третье понятие — опыт. Это совокупность всех знаний, навыков и практических уроков, полученных человеком за всю его жизнь. Например, любая допущенная нами ошибка в будущем превращается в бесценный жизненный опыт. В следующем выпуске нашего подкаста мы поговорим об умении по-настоящему слушать собеседника. Мы разберем, почему это такой ценный, но часто недооцененный навык в любом разговоре. Вы узнаете несколько простых способов, как слушать внимательнее и понимать людей лучше. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, какая ваша прошлая ошибка помогла вам вырасти. Нам будет очень интересно прочитать ваши личные истории и обсудить их вместе с вами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. Спасибо, что провели это время вместе с нами и слушали наш подкаст. Разрешайте себе ошибаться, учитесь новому каждый день и будьте добрее к самим себе. До скорой встречи в новых выпусках, друзья. До новых встреч!